Всем привет! Сегодня приготовим ореховый торт. Готовится он очень просто. Один бисквит. Для крема просто все смешивается миксером. Такой получается домашний, очень вкусный тортик к чаю, либо к кофе. Он простоял в холодильнике несколько часов, отлично пропитался. Посмотрите, какой он классный получился в разрезе. Ореховые коржи, крем со сгущенкой и посыпка из орехов. Вот такой красивый и аппетитный тортик у нас. Для начала приготовим сам ореховый бисквит. Для этого нам понадобятся яйца, в яйца кладем щепотку соли и будем взбивать миксером несколько минут до пышности и посветления. Чем лучше мы взобьем яйца, тем пышнее у нас будет бисквит. Тщательно взбиваем до вот такого вот состояния. Все это время нужно будет уже включить духовку на 180 градусов, чтобы она хорошо прогрелась. Добавляем сливочное масло. Сливочное масло нужно будет предварительно растопить. Перемешиваем все и добавляем сухие ингредиенты. Добавляем часть орехов, часть оставляем для посыпки торта. Просеиваем обязательно муку. Я просеивала в 2 этапа. Просеиваем половину, перемешиваем лопаткой, затем оставшуюся половину. Также добавляем разрыхлитель и ванилин. У нас должно получиться вот такое вот воздушное тесто. После того, как все тщательно перемешали, заливаем тесто в форму. Форма у меня диаметром 20 сантиметров. Я взяла разъемное кольцо, обернула фольгой и на дно постелила пергамент. Выливаем все тесто полностью. Распределяем тесто. Можно пройтись шпажкой деревянной. Также можно постучать тестом, постучать противнем по столу, чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха. И отправляем выпекаться примерно на 35-40 минут при 180 градусах. Получаем вот такой ровный, пышный бисквит, который в дальнейшем можем поделить на 3 части. Вот такой классный бисквит получился ровненький. Убираем его полностью остывать. После того, как он хорошо остынет, делим его на 3 равные части. Делим любым удобным для вас способом. Я делила ножом, можно поделить нитками. Бисквит получается немного сухим, его нужно будет обязательно пропитывать. Вот так он классно и ровно делится, особо не крошится. Делим на 3 части. Наш бисквит готов, можем приготовить крем. Для крема используем вареную сгущенку и сливочное масло. Все должно быть комнатной температуры. Уже предварительно его нужно все это вытащить за часик.
хорошенько перемешать миксером. Получаем вот такой вот вкуснейший крем густой. И можем собирать наш тортик. Для пропитки можно использовать просто сироп из воды и сахара, либо молоко с сахаром, либо просто молоко. Я использовала для пропитки молоко. На подложку кладем немножко крема и ставим первый корж. Пропитываем его нашей пропиткой. У меня просто молоко. Затем наносим крем. Крем делим предварительно на 3 части, чтобы нам хватило для 3 коржей и для покрытия на бока. Распределяем вот таким вот образом крем. Ставим следующий корж, пропитываем его обязательно. Корж, крем, корж, пропитка, крем. Данного количества крема вполне достаточно, чтобы покрыть 3 коржа и еще бока торта. Торт отлично пропитался. Самый последний корж тоже обязательно пропитываем. У меня молоко здесь в пропитке без сахара, так как коржи, крем и так-то у нас очень сладкие. Оставшийся крем полностью распределяем на весь торт, на верхушку и на бока торта. Украшаем уже на ваше усмотрение. Я украсила просто измельченными грецкими орешками. Получилось очень по-домашнему и очень вкусно. Перед тем, как делать посыпку, можно вот использовать такой лайфхак. Берем пергамент и кладем его под торт. Тогда наша тарелка, на которой находится торт, она не испачкается. И все орешки попадут на пергамент. Потом эти бумажки вытаскиваем вместе с орехами. Это очень удобно. И орешки не падают. Вот таким образом покрываем тортик. И в конце убираем бумажки из пергамента. В итоге получился вот такой красивый, домашний, аппетитный
мягкий, пышный тортик. Попробуйте приготовить. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Будет много новых, интересных и вкусных рецептов. Посмотрите, какой классный пропитанный тортик получился. Напишите в комментариях, получился ли он у вас такой. Всем спасибо. Пока.